Добрый день, дорогие мои! Сегодня я хочу показать вам, как связать вот такой вот небольшой завиток. Он симметричный с двух сторон. Вяжется очень просто, очень легко, но тем не менее, как на мой вкус, выглядит довольно-таки приятно и эффектно. Основа этого завитка шнур гусеничка. Вот он в основании здесь лежит. Как вязать шнур гусеничку? Наверное, уже практически все знают, потому что это самый основной шнур, который используют в ирландском кружеве. Первая петля и 2 воздушные петли. Одна, вторая. Делаем шнур гусеничку. Первый столбик делаем во вторую петлю от крючка. Вот аккуратно. Вот теперь смотрите, аккуратно поворачиваем. И вот в эту петлю делаем второй столбик без накида. Вот это первые 2 столбика. Дальше третий и все последующие вяжите под вот эти 2 боковые петли. Их уже хорошо видно. Вот под эти 2 боковые петли вводите крючок и делайте третий столбик без накида. Дальше четвертый точно так же под боковые петли. Для этого завитка вам понадобится шнур длиной в 100 столбиков без накида. 5, 6. И продолжайте вязать, пока у вас не будет шнур длиной 100 столбиков. Итак, шнур длиной 100 столбиков у вас готов. С каждой стороны должно быть по 50 петель. Теперь начинаем выполнять завиток. Вводите крючок поочередно в каждую петлю на шнуре и вытягивайте ниточку вот так. Один в следующую петлю, вторую, третью вытянуть ниточку, четвертую вытянуть ниточку, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую и 10-ю. Смотрите, вот набираете 10 петель. Теперь нужно все эти петли вместе провязать за один прием. Поднимите ниточку рабочую и постарайтесь аккуратно протянуть ее через все петли на крючке. Теперь вот так вот закрепить. И в эту же вот в последнюю петлю сделайте соединительный столбик и подтяните, чтобы не потерять петлю. И вот в эти вот 2 крайние петельки протяните вот эту вот петлю. И тогда у вас кружочек вот этот вот соединится. Вот так вот, чтобы он более-менее вот так вот закрылся, стал кругленьким кружочек. Так вот красиво, да, получилось. Теперь дальше продолжайте вязание по вот этим петлям нашего шнура гусенички. Делайте простые столбики без накида. Вот в каждую петлю нижнего ряда просто провязывайте по одному столбику без накида. Вот. Петля, столбик, петля, столбик. И так продолжайте вязать, не доходя 10 петель до конца. Вот смотрите. Значит, у нас с вами должно до конца остаться непровязанных 10 петелек. И с этой стороны мы должны сделать такой же завиток на основе 10 петелек. Итак, в каждую петлю вводим крючок и вытягиваем ниточку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. И вот сюда вот еще одна 10. Вытянули 10 ниточек. Теперь нужно провязать их все вместе за один прием, чтобы они стянулись в завиток. Вот аккуратно протягивайте ниточку и создавайте такой вот завиток. Теперь нужно этот завиток хорошо, красиво утянуть, чтобы он был, сомкнулся. Чтобы он сомкнулся в кружочек. Вот сюда вот надо вот как-то аж вот так вот утянуть в кружочек, чтобы все 3 петли вот так соединились в кружочек. Дальше вот здесь вот вокруг этого завитка мы будем с вами делать пышные столбики. Вот такие вот пышные столбики вокруг завитка. Вот прям вот с этого места в следующую петлю на завитке делайте одну воздушную петлю для подъема поворота. И в следующую петлю начинаете вязать пышный столбик. Вытягиваем ниточку, протянуть, вытягиваем ниточку, накид и еще раз протянуть. Вот 3 раза вытягивайте ниточку и теперь провязываем столбик. Провязали и тут же сверху закрепить вот этот столбик. Вот такой вот должен у вас получиться пышный столбик, маленький пышный столбик. Теперь сделайте 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую петлю на шнуре гусенички делайте такой же пышный столбик. Вот смотрите, вытянули 1 раз, вытягивайте так чуть-чуть подальше, накид, из той же петли вытянули 2, накид и вытянули 3. Вот мне вот такой вот пышности из 3 протяжечек вполне достаточно. Снова провязали и закрепили тут же вверху. Вот такой вот пышный столбик. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в следующую петлю следующий пышный столбик, 1, 2, 3 раз и протянуть, закрепить. Снова 3 воздушные петли, 2, 3, и снова пышный столбик в следующую петлю на шнуре, 1, 2, 3, и снова протянули, провязали. Так, 1, 2, 3, 4, и еще 5. 1, 2, 3, и еще 5 пышный столбик в соседнюю петельку, 2 и 3. Вот так вот, смотрите, вот должно получиться как-то вот так. Вот на этом скруглении я провязала пышные столбики в каждую петлю основания. Дальше у нас пойдет с вами более-менее такой вот ровный участок завитка, не очень закрученный. Поэтому в этом месте мы уже будем с вами вязать столбики через 1. Вот, обратите внимание, здесь столбики связаны в каждую петлю основания 5 штук. А дальше вот по этой части столбики связаны через 1 петлю основания. Вот так вот, через 1. Теперь все так же делаем 3 воздушных петли между столбиками. И теперь уже вводите крючок после 5 столбиков подряд,
шестой столбик уже начинайте вязать, пропустив одну петлю основания, и в следующую петлю вводите крючок. Делайте пышный столбик. Один раз вытянуть, набросить ниточку, второй раз вытянуть, набросить и третий раз вытянуть и провязать, закрепить. И таким образом продолжайте вязать по всей длине вот этой части вот завитка по одному пышному столбику, чередуя их с 3 воздушными петлями. Вот смотрите, вот такими вот пышными столбиками и арочками с 3 воздушных петель нужно провязать вот до этого вот места. В конце завитка вот здесь вот останется 5 петель. Вот это вот будет 5-я. И вот еще 1, 2, 3, 4. Вот в эти 4 петли нужно делать пышные столбики в каждую петлю. То есть в каждую петлю делаем по пышному столбику. 1, 2, 3. Вот так вот. То есть здесь вот по почти прямому участку нужно было вязать через одну петлю основания, а вот здесь вот на скруглении в каждую петлю основания по пышному столбику. 1, 2, 3. И в следующую петлю делаем еще один столбик пышный. 1, вторую вытянуть, третью вытянуть и застряла, протянуть, провязать, и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше вот еще 2 петли осталось, в каждую нужно провязать пышный столбик. 1, 2, 3, протянуть, провязать, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще вот сюда вот 1 пышный столбик. И вот у вас завиток практически закончился. 1, 2 раза вытянули и 3. Да, и протянуть, провязать. И вот сюда вот еще одну воздушную петлю. И вот в это место нужно соединить глухой петлей или соединительным столбиком. Все. Такой вот у нас завиток закончился. Теперь сделайте одну воздушную петлю и поверните завиток на другую сторону. Так, повернули. Теперь нужно просто обвязать вот эти вот наши арочки столбиками без накида. Вот перед этим первым узелком свяжите 1 столбик без накида. Теперь крючок вводите под следующую арочку и вяжите 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И вот арочка у вас уплотняется и получается такая более плотная и выпуклая. И так продолжайте под каждую арочку до конца ряда. Нужно связать по 4 столбика. 1, 2, 3, 4 столбика. Дальше под следующую арочку вводим крючок и вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Под следующую арочку точно так же 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
Ну вот. И дальше так вот по кругу, по всему ряду продолжайте под каждую арочку вязать по 4 столбика без накида. И вот у вас уже провязано практически до конца завитка по 4 столбика под каждую арочку. И теперь вот здесь вот за последним столбиком сделайте еще 2 столбика без накида. И вот как бы, чтобы все это закрылось. И вот сюда вот аж вот под завиток делайте последнюю соединительный такой вот столбик или глухую петлю. И ниточку можно обрезать и протянуть через вот эту вот петлю. Вот все, смотрите, элемент у вас готов. И вот он такой вот становится очень скрученным, таким вот барашком. И вот получается вот такой вот закрученный, красивый вот такой вот элемент. Вот так, теперь у меня их 2. Это тоже как бы очень прикольный завиток. Его тоже очень легко, интересно можно использовать в различных комбинациях и композициях. Желаю вам творческих успехов. До свидания.